Друзья, всем привет! Вы на канале Обнимаю Таня, и в этом видео мы с вами поговорим про чакры. Общая информация, что это такое и как это работает. Я поделюсь с вами интересными фактами. О чакрах я уже говорила в предыдущем видео про карту здоровья. Кого интересует данная тема, приглашаю посмотреть это видео. Итак, что же такое чакры? Слово чакра переводится с санскрита как колесо, круг, диск, колесо жизни. Как говорится в разных источниках информации, чакра – это энергетическое тело округлой формы, которое направляет жизненную энергию ради физического и духовного благосостояния. Чакры – это энергетическая структура, однако я обычно говорю, что на физическом уровне их почти не видно. На самом деле физически их действительно не видно, однако в некоторых частях нашего физического тела находятся сгустки ответвлений нервной системы. В этих же местах на энергетическом уровне находятся чакры. И именно в этих местах энергетических сгустков нервов мы физически можем ощущать наши чакры. Для этого необходимо почувствовать свое тело. Например, когда вам стало страшно, в какой части тела вы что-то почувствовали. Также есть популярная фраза, когда внутри что-то ёкнуло. Так почувствуйте физически, где, в каком месте вашего тела что-то ёкнуло. Это и есть реакция ваших чакр на внешние раздражители. В традиционной системе выделяют 7 основных чакр, которые находятся в тонком теле и отражают состояние тела физического. А на рисунке справа вы можете как раз наблюдать то, как выглядят те самые сгустки нервных окончаний в определенных участках внутри нашего тела. Наши чакры располагаются рядом с 7 основными нервными узлами, выходящими из позвоночника. И именно поэтому чакры вы можете почувствовать в теле буквально физически. Есть разные чакральные системы, но мы с вами будем рассматривать именно классическую, которая выделяет 7 чакр в теле человека. Некоторые системы выделяют 5, 9, 12 и более чакр и тонких тел. У каждого человека есть биополе, так называемый кокон. И через этот кокон и проходят как раз энергетические воронки, которые мы называем чакрами. У каждой чакры своя воронка, и по воронке к нам входит энергия и выходит из нас. Энергия есть во всем, что нас окружает. Все пространство вокруг нас – это огромное энергетическое поле, в котором находится абсолютно все, в частности, каждый из нас. То есть мы все энергетически являемся частью огромной системы, в которой все и все взаимосвязаны. И эта связь проходит и передается посредством энергии, проходящей через все, и в частности через каждого человека, то есть через его чакры. Чтобы было понятнее, это можно сравнить с воздухом. Воздух есть везде, включая не только внешний мир, но и внутренний. Воздух есть в каждой клеточке нашего тела. И именно поэтому события и, в частности, информация, которую впитал человек, оказывает на него буквальное влияние. Но об этом мы поговорим с вами чуть позже. Энергия есть везде, и всегда она находится в движении, поэтому чакры представляют собой крутящиеся вихри. Эти вихри проходят сквозь нас и приносят с собой определенную энергию. Как вы понимаете, эта энергия может быть разной, и позитивной, и негативной, и то, как мы на нее среагируем, зависит от каждого из нас. Вернемся к классической чакральной системе. В ней выделяют 7 основных чакр по телу человека. Каждой чакре соответствует свой цвет, аналогично цветам радуги. Чтобы вам было легко запомнить последовательность чакр, вспомните поговорку: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Запомните, какой цвет соответствует конкретной чакре, и вам будет легко в них мысленно ориентироваться, вспоминая эту поговорку. Муладхара – красный, Свадхистана – оранжевый, Манипура – желтый, Анахата – зеленый, Вишудха – голубой, Аджна – синий и Сахасрара – фиолетовый. Как вы уже заметили, я произнесла название чакр снизу вверх.
Почему именно так, а не наоборот? Потому что энергия проходит потоком сначала сверху вниз, как бы от источника к материи, а затем поднимается в обратном направлении. Сначала человек воплощается, то есть проходит через нисходящий поток энергии, а затем рождается, воплощается от слова плоть, и далее растет и развивается, что поднимает поток, восходящий поток. Как пишет Анадея Джудит в книге «Чакры», нисходящий поток берет начало в чистом сознании и спускается через чакры в проявленный мир, постепенно, с каждым шагом становясь плотнее. Под чистым сознанием здесь подразумевается Бог, Создатель, космос, Вселенная, называйте это как хотите. Чистое сознание. При этом, чем энергия выше, тем она более разряжена, в чем опять же можно провести параллель с воздухом. Если мы поднимемся в космос, можно подумать, что там нет воздуха. На самом деле он там есть, просто он очень сильно разряжен. А если мы спустимся из космоса на Землю, то чем ниже мы будем спускаться, тем более плотной будет становиться наша энергия. Далее я это конкретизирую. Так как мы с вами, люди-человеки, уже воплощенные существа, то есть мы обрели свою плотную форму, мы уже начинаем движение своего потока снизу вверх. Мы растем и развиваемся, мы стремимся к чему-то большему. Мы ведь не можем все время думать только о чем-то бытовом, о бытовых каких-то нуждах. Нас также заботит то, что нам нравится, то, чем мы хотим заниматься. Нам всем хочется любить и быть любимыми, и это и есть восходящий поток энергии. Как пишет об этом Анадея Джудит, цитирую: «Другой поток, называемый потоком освобождения, ведет нас прочь от ограничений мира воплощений к свободным, потому и безграничным, всеобъемлющим состоянием сознания. На этом пути энергия освобождается от материи и становится все легче и легче, продвигаясь от стихии к стихии. Она расширяется и преобразуется в состояние без границ, состояние чистого бытия. Так твердая земля теряет жесткость и становится водой, затем энергией огня, безграничностью воздуха, вибрацией звука, излучением света и, наконец, абстрактностью мысли. Каждая чакра соответствует определенной области тела, влияет на органы в этой части и не только в этой, а также отвечает за конкретную сферу жизнедеятельности человека. И точки, которые вы видите на этой картинке, которые отмечены как чакры, это центр чакры, где через тело проходят энергетические воронки. Обратите внимание на пунктирные линии, которые разделяют чакры по телу. Так я отметила область воздействия чакры. Таким образом, например, манипура воздействует на тело человека в области органов ЖКТ, а анахата воздействует на всю грудную клетку, включая даже плечи. В предыдущих слайдах, когда я говорила, что все пространство воздействует на нас, вы могли подумать, что чакры впитывают в себя абсолютно все из этого мира, но на самом деле это не так. У каждого человека стоит свой персональный фильтр. Чакры конкретного человека среагируют только на то, чему они сами соответствуют. То есть на жизнь и здоровье человека могут оказать влияние только те энергии, которые заложены в нем самом. Входящие энергии могут оказать как положительный эффект, так и стать разрушительными. Сначала для нашего энергетического тела, а потом уже и физического, если не проработать какие-то моменты. Как говорит об этих так называемых фильтрах Анадея Джудит в книге «Чакры», согласно метафизической терминологии, чакра – это вихрь. Чакры вращаются как колесо и притягивают и отталкивают активность на своем особом уровне, а их структуры напоминают водоворот. Все, что попадается чакре на ее уровне вибрации, затягивается внутрь, преобразовывается и выталкивается обратно. Чакры состоят из символических схем наших собственных умственных и физических программ. Эти программы управляют нашим поведением. Ничего не напоминает?
Как пишет другой автор Синди Дейл в своей книге «Тонкие энергии», разрушительными или опасными силы становятся не сами по себе, а ввиду их совместимости или несовместимости с индивидуальной энергетической подписью человека. Это наш энергетический ключ, уникальное сочетание тела, разума и души. Подпись определяет то, какие внешние энергии будут подпитывать или разрушать нас, приходящие с определенными событиями в нашей жизни, пищей и иными материальными явлениями или с мыслями и чувствами. И реагируя на сиюминутный стресс и находясь под постоянным давлением, мы отзываемся на те энергии, которые близки нашей особой энергетической подписи, и отвергаем те, которые ей не подходят. Как вы уже могли понять, я намекаю вам на карту здоровья в матрице судьбы. При помощи эзотерического инструмента матрицы судьбы по дате рождения человека высчитываются энергии, которые соответствуют числам, оказывающие влияние на всю жизнь конкретного человека. И в карте здоровья эти энергии, соответствующие точкам чакр, вынесены в отдельную табличку, которую вы видите на картинке справа, а также просуммированы дополнительно, что дает нам главную энергию по каждой чакре. То есть, кратко повторюсь, Анадея Джудит называет это особый уровень вибрации, а Синди Дейл говорит, это индивидуальная энергетическая подпись человека. Так как на моем канале вы часто можете слышать про матрицу судьбы и карту здоровья, в рамках конкретно этой системы этим особым ключом конкретному человеку являются его персональные коды, которые заложены в энергиях, соответствующих каждой чакре, а трактуются они при помощи нумерологии и таро. Работа чакр каждого конкретного человека ограничивается его уникальным ключом. Все люди разные, потому что у каждого свои вибрационные коды на каждой чакре, и отзываются они все на разное. Человека с кодом 71017 на Муладхаре как бы душевно не тронет то, что тронет человека с кодом 21115 на той же чакре. То есть это можно сравнить с ключом. Ключи все имеют примерно одинаковую форму, но даже два одинаковых внешних ключа открывают разные двери. Ну а для того, чтобы лучше научиться трактовать персональные коды на чакрах, необходимо сначала хорошо разобраться, за что отвечает каждая из 7 чакр. И о свойствах каждого энергетического центра классической чакральной системы мы с вами поговорим в серии отдельных видео. Добро пожаловать на канал, обнимаю, Таня.